Вот у меня готово два уха. Первое ухо пока откладываю. И начинаем работу со вторым ухом. Там, где у нас длинная нитка осталась. Со спиц большого размера уходим. 4,5 у меня были. И переходим на спицы 4. Эти были 4,5, эти четверка. Этот ряд вяжем по рисунку, ничего не добавляя, не прибавляя, не убавляя. 2 лицевых, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 изнаночных, 1, 2, 3 и 2 лицевых. Все, спицы 4,5 убираем. Теперь нам нужно подготовить свою шапку к основному вязанию. Для того, чтобы соединить два уха, необходимо сделать соединение по передней части по лобной и по затылочной части. Набирать петли нужно будет с одной нити, поэтому вы можете использовать любой способ, который вы знаете. В интернете их достаточно. Либо воспользоваться тем способом, которым набираю петли я. Нить позади. Захожу под нить, вот она у меня лежит на указательном пальце. Я под нить завожу спицу, обвожу вот эту нить, которая снизу проходит по указательному пальцу, не трогаю ее, и свободную нить от конца вытягиваю сквозь эту петлю сюда. И вот получается вот такой хвостик. Вот. И я его вот так придерживаю пальцами и подтягиваю. Не всегда он легко и быстро затягивается, но постепенно приловчиться, постепенно приловчитесь. Еще раз. Обмотали. Снизу вверх получается нить. От спицы снизу, от клубка сверху. Сверху указательного пальца обвили нить спицей. Обошли нижнюю, захватили от клубка и в эту петлю продеваем. И придерживаете пальцами и подтягиваете. Вот этот вот узелок, он держит форму, потому что есть вот набирают вот просто такими вот штучками, наматывают, оно потом расходится. Лучше вот с этими работать. И вот таким вот способом нужно сейчас вам набрать 38 петель. Это процесс не быстрый, но мы никуда не торопимся. Бывает вот такая длинная протяжка получается. Мне она не нравится, я лучше еще раз перетяну. Лучше, чтобы она покороче была. Потому что это лобная часть. Вот. Надо, чтобы они поближе друг к другу были расположены.
Ну вот так вот, давайте я отключусь и наберите 38 петель. Я набрала 38 петель таким способом. Теперь я беру первое ухо и возвращаю его на спицу. Теперь вот, чтобы вязание у нас не разваливалось, скрепите вот эту нитку с ниткой, которая идет от длинного клубка. Можете даже перевязать их между собой, либо эту нитку закрепите и вниз уберите крючком, как вам нравится. Вот я скрепила нитки, чтобы петля не убежала. И теперь вот на этом этапе самое главное это то, чтобы у вас набор и вязание не скрутились, не переместились. То есть вот эта лицевая часть уха, вот это набор петель, смотрите, чтобы он ровненько везде был, не перекрутился, потому что потом сложно будет замыкать круг. И переходим на второе ухо, вяжем по рисунку. 2 лицевых, 1, 2, 3 изнаночных, лицевые, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 2 лицевых, 1, 2. Вот получается по лобной части мы уши соединили. Теперь нужно теменную часть сделать, то есть соединить еще эти два уха сзади. Для этого нужно нам набрать 7 петель, потом поставить маркер и еще 7 петель. Набирать будем тем же способом, что и в предыдущем, когда собирали лобную часть. То есть нитку на палец, верхнюю часть поддели, нижнюю обошли и подхватили нитку от клубка. Вот следите, чтобы вот эта вот петелька, вот верхняя, чтобы она такая высокая была. Тогда вот нитка легче затягивается. Вот легче, но вот тут плохо я сделала широкий хвостик. Вот так вот хорошо. Так вот 7 петель, маркер и еще 7 петель. И встречаемся снова. Вот так получилось 7 петель, маркер, 7 петель. Теперь опять дальше. То же самое, смотрите. Вот между этими ушками ровненько петли. Не перекрутились, да, четко перешли на ушко. Теперь, значит, здесь смотрим, чтобы петельки все были ровненько на этой стороне. И с этой частью ушка соединяемся без перекрута. Что делаем? Это у нас начинается основная часть. И она вяжется резинкой 2 на 2. Вот здесь край ушка, это было как раз 2 лицевых петли. С них и начнем.
1, 2. Дальше изнаночные 1, 2. Лицевые 1, 2. Изнаночные 1, 2. До конца ушка сейчас довяжем. Лицевые 1, 2. Изнанка 1, 2. Лицевые 1, 2. Изнанка 1, 2. И сейчас очередь лицевых, и как раз мы вышли на край ушка. 1, 2. Точно так же все остальные петли вяжете 2 лицевых, 2 изнаночных. Высоту резинки можете выбрать, какую вам нравится. По схеме высота резинки для шапки малышей составляет порядка 3 сантиметров. Но вы можете выбрать любое количество: 2,5, 3,5, 4. Смотрите, как вам нравится. Я буду вязать 3,5 сантиметра. Я связала резинку. 3,5 сантиметра мне показалось мало. Я сделала 4 сантиметра. Вот общий вид такой, да? Остановилась я на маркере. И отсюда будем центровать рисунок. В общем, сейчас на спицах 88 петель. Для того, чтобы четко вписаться в аран, раппорт, как его называют, нужно 90 петель. Значит, 2 петли мы доберем. Переходим на спицы более толстые, то есть резинку уши я вязала на 4,5, резинку на 4, и теперь я снова возвращаюсь на спицы 4,5. Не обращайте уже теперь внимания на то, какими петлями закончился ряд. Это резинка была. Теперь переходим на основной рисунок. Но первый у нас пройдет круг просто с прибавками и одновременно переход на основной рисунок. Первую петлю провяжите как изнаночную. На следующем ряду наденем маркер. Сейчас он будет падать. Первую провяжите как изнаночную. И дальше нужно протяжку поднять на левую спицу и за заднюю стенку провязать лицевой петлей. Было 88 петель, теперь стало 89. Значит, первую провязали изнаночную и с протяжки провязали как лицевую. Теперь вяжем 15 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжите по ходу вязания, то есть та половинка петли, которая вам ближе, за нее и хватаетесь. То есть в лицевой правая часть ближе, за нее хватаетесь. 8. У изнаночной вот эта часть правая как бы ближе, вот ровненько она ложится, видите, чтобы не скрутилась. Потому что некоторые могут вот отсюда начать вязать, и петля перекрутится. А вы вяжите так, какая часть петли на вас больше смотрит. Ближе. 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. 15 лицевых, 2 изнаночных. Опять же, вяжите за ту сторону петли, которая к вам ближе, чтобы петли не перекрутились. Тогда они ровненько лягут в рисунке и будут красиво смотреться. 2 изнаночных, 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 изнаночных, 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 изнаночных. 1, 2. 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 лицевых. Готово. 2 изнаночных. 1, 2. Теперь вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот смотрите, мы сделали 15. Теперь вытягиваем протяжку, причем за протяжку сзади цепляете, надеваете ее на левую спицу, перекидываете спицу назад и за заднюю стенку провяжите 1 лицевую петлю. Это будет 16 петля нашего раппорта. И заканчиваете ряд 1 изнаночной. То есть у нас начался ряд 1 изнаночной и 1 изнаночный ряд закончился. Теперь для контроля на всякий случай наденьте маркер, но в принципе можно не надевать. Уже мы дальше вязать будем по рисунку. Все у нас будет четко по количеству петель. Так, теперь петли равномерно распределим по спице и будем вязать дальше по кругу. Фактически это был уже первый ряд основного узора. Теперь второй ряд узора, но не только второй, я буду вам говорить. Давайте провяжем второй ряд по этому рисунку вместе. 1 изнаночная, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 лицевых. Если вы сбились со счета, сколько вы лицевых провязали, просто обращайте внимание на то, как выглядит следующая петля. И вы не должны ошибиться. Почему? Потому что уже неудобно ее как лицевую вязать. Это уже явно изнаночная. Изнаночных у нас 2. 1, 2. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 лицевых, 2 изнаночных. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 изнаночных. 1, 2, 16 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 лицевых и 1 изнаночная. То есть у нас 1 изнаночная была до маркера и 1 изнаночная после маркера. Итак, мы связали 2 ряда от основного рисунка. Свяжите еще 4 ряда точно так же. То есть 2 ряда мы уже связали. Вы можете вот на петлях, да, посчитать, что 2 ряда. Вот тут изнаночная была, если вдруг собьетесь, сколько провязали. Вот мы первый провязали лицевой ряд и второй. Свяжите так еще 4 ряда. И после этого мы будем переходить на рисунок, на скрещивание. Вот я заканчиваю 6-й ряд. И тут кое-какие мысли у меня пока возникли. Зачастую, когда люди спрашивают при таких нитках, сколько сантиметров получается там в рядах, какая ширина, какая длина. Дело в том, что даже если у вас и у меня абсолютно одинаковые спицы и абсолютно одинаковые нитки, все равно может получиться другой размер, или меньше, или больше. Это зависит от плотности вязания. Кто-то вяжет очень плотно, кто-то вяжет рыхло. В принципе, это регулировать возможно. Плотность вязания регулировать возможно. То есть, когда вы провязываете петлю, если вы провязали, например, лицевую петлю, и вот сразу ее как вот надели на спицу, пальцем протолкнули и пошли дальше.
у вас будет тугое вязание. А те люди, которые провязывают петлю и, допустим, снимают ее не толкая спицу, а снимают ее за счет того, что вот немножко подтягивают, это более рыхлое вязание. И третий вариант – это когда провязали петлю и еще ее немножко как бы вытянули, тогда вообще рыхлое будет вязание. Почему я сейчас на этом как бы заострила ваше внимание? Потому что когда вы будете вязать 6-й ряд, вот желательно, чтобы он не был туго связан. Почему? Потому что когда мы тут будем по 3, по 4 петли перекрещивать, при тугом вязании очень сложно будет спицы туда запихивать, перемещать их местами. А когда вязание будет более рыхлое, то это будет сделать проще. Я, в общем-то, вяжу довольно плотно, но именно вот 6-й ряд я постаралась связать более рыхло. И по поводу маркера. Несколько минут назад я сказала, что в принципе маркер не обязательно. Можно снять, если вы пожелаете. И так понятно, что это задняя половинка и что она вот здесь центр, все. Но потом я поняла, что все-таки маркер должен быть для того, чтобы фиксировать окончание ряда. То есть так легче будет считать, какой ряд вы провязали. Первый, второй, третий. Если маркера не будет, вы можете просто по кольцевой вязать, отвлечься, и потом как бы будет сложность. Вот в этом отношении. После маркера первая петля у нас по рисунку была изнаночная. Так ее изнаночную провязываем. Следующая была лицевая. Провязываем ее как изнаночную. То есть после маркера 2 изнаночных петли. Дальше начинаем формировать рисунок. С левой спицы снимаем на дополнительную спицу для вязания кос 3 петли. И оставляем ее за работой. То есть первое это оставляем за работой. Теперь провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Возвращаем с дополнительной спицы 3 петли. И провязываем их как лицевые. 1, 2, 3. Первое скрещивание провели. Снова снимаем 3 петли на дополнительную спицу. 1, 2, 3. Но теперь мы их оставляем перед работой. С левой спицы провяжите 4 лицевых петли. 1, 2, 3, 4. И с дополнительной спицы верните на место 3 петли. И также их провяжите как лицевые. 1, 2, 3. Первое скрещивание мы сделали. Теперь была здесь лицевая, провяжите ее как изнаночную. Далее 2 изнаночных так и останутся как 2 изнаночных. И следующая первая лицевая провяжите ее как изнаночную. Итак, после скрещивания должно быть 4 изнаночных петли. Свяжем еще один раппорт вместе. Снимаем на дополнительную спицу 3 петли. 1, 2, 3. Оставляем эту спицу за работой. С левой спицы провяжите 4 лицевых петли. 1, 2, 3, 4.
Вернем с дополнительной спицы на левую снятые наши 3 петли. Так, следите, чтобы они не перекрутились. Так, теперь нитку можно вернуть на место. И эти петли провяжите как лицевые. 1, 2, 3. Первое скрещивание провели. Теперь снова снимаем 3 петли. Теперь оставляем перед работой. С левой спицы провяжите 3 лицевых. 1, 2, 3. О, пардон, 4. 4 лицевых. С дополнительной косы, с дополнительной спицы возвращаем петли на место. Провязываем их как лицевые. 1, 2, 3. Одна лицевая осталась от прошлого рисунка. Провяжите ее как изнаночную. Затем 2 изнаночные, как по прошлому рисунку. И следующую первую лицевую тоже провязываем как изнаночную. Теперь у нас между раппортами будет 4 изнаночных петли. Ну вот, 2 раппорта мы провязали вместе. Оставшиеся провяжите сами, попробуйте. Если что-то непонятное, вернитесь по видео на начало этого ряда. Ну, не забудьте, что сначала снимаете 3 петли и оставляете их за работой. А здесь провязываете 4 лицевых, а затем 3 петли снимаете, оставляете перед работой, провязываете 4 лицевых, возвращаетесь на место. Провяжите так до конца ряда. Я провела последнее скрещивание в этом ряду и добралась до маркера. Перекидываете маркер на сторону. Теперь вы должны провязать 6 рядов абсолютно одинаковых. То есть по рисунку, как у вас есть. Первая изнаночная, вторая изнаночная. Затем 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 лицевых, 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Вот мы один раппорт провязали. Теперь снова 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И снова 4 изнаночных. То есть, видите, ряд очень легкий. Провяжите его до конца, до маркера, и еще 5. То есть после скрещивания вы должны связать 6 одинаковых рядов. Здесь вы легко справитесь. Через 6 рядов встретимся. Я хотела напомнить, что 6-й ряд вяжите чуть-чуть рыхлее, чтобы легче было скрещивать петли. Я закончила 6-й ряд и продолжаем работу. В этом ряду у нас будет перекрещивание и смена рисунка. После маркера у нас было 2 изнаночных петли, и теперь мы захватываем еще одну лицевую от рисунка. Теперь будет 3 изнаночных петли после маркера и 6 петель между раппортами. Что делаем? Снимаем 3 петли с левой спицы на дополнительную спицу для кос и оставляем ее за работой. С левой спицы провяжем 3 петли лицевыми. 1, 2, 3. Возвращаем. Петли с дополнительной спицы на основную. Нить перекидываем назад и провязываем эти петли как лицевые. 1, 2, 3. Первую часть закончили. Теперь снимаете на дополнительную спицу 3 петли. И оставляете их перед работой. Продолжаете с основной спицы вязать лицевыми петлями 3 петли. И после этого возвращаете с дополнительной спицы 3 петли на место. Провяжите их как лицевые. 1, 2, 3. Вот перекрещивание сделали. В предыдущем ряду у нас здесь было 4 изнаночных петли. Теперь будет 6, потому что крайняя от прошлого раппорта уходит на изнаночную. 1, 2, 3, 4, 5 и одну лицевую из следующего раппорта тоже захватываем. 6. Между раппортами будет теперь 6 изнаночных. Еще раз проведем скрещивание вместе. Скрещивание петель. Снимаете 3 петли и убираете дополнительную спицу за работу.
провяжите с левой спицы 3 следующих петли. 1, 2, 3. Возвращаем петли на место. И провязываем их как лицевые. 1, 2, 3. И вторую часть раппорта точно так же. 1, 2, 3. Убрали на дополнительную. Оставили перед работой. С левой спицы провяжите 3 следующих петли как лицевые. Верните с дополнительной спицы петли на место и провяжите их как лицевые. 1, 2, 3. От прошлого раппорта осталась одна лицевая петля. Провяжите ее как изнаночную. Следом 4 изнаночных от прошлого раппорта. И захватываете одну лицевую предыдущего рисунка, она станет изнаночной. Итак, 6 изнаночных. Ну вот мы 2 раппорта вместе провязали, сделали скрещивание петель. Провяжите так до конца ряда. Я закончила скрещивание петель. И теперь перехожу на обычное вывязывание рисунка, так как смотрят петли, то есть четко по тому, как сформировались петли в предыдущем ряду. Видите изнаночную, вяжите как изнаночную. Видите лицевую, вяжите как лицевую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У нас будет по 12 лицевых и по 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше снова 12 лицевых, 6 изнаночных. 12 лицевых, 6 изнаночных. Это первый ряд. Таких рядов должно быть 5. Свяжите 5 рядов, и мы снова встретимся для следующего перекрещивания петель. Вот я закончила 5 рядов провязки. Переходим к следующему ряду, в котором мы будем вносить изменения в рисунок. Во-первых, после маркера у нас было 3 изнаночных петли. Теперь что делаем? Первую изнаночную провязываем как изнаночную, вторую изнаночную провязываем как изнаночную, а вот третью изнаночную провязываем вместе с лицевой. Чтобы она красиво легла, нужно ее вот так вот перевернуть и вместе провяжем
как изнаночную. То есть на данном ряду начинается убавка петель. Теперь начинаем скрещивание. 2 петли с левой спицы снимаете на дополнительную спицу. Так, и оставляем за работой. Чуть не поторопилась. Оставляем за работой. С левой спицы провязываем 3 лицевых. 1, 2, 3. Возвращаем 2 петли на место. Провязываем их как лицевые. 1, 2. Снова снимаем 2 петли на дополнительную спицу, но теперь их оставляем перед работой. Снова 3 лицевых с левой спицы. 1, 2, 3. Возвращаем 2 петли на место и провязываем их как лицевые. 1, 2. Скрещивание закончили. И у нас здесь осталась одна лицевая петля от предыдущего рисунка. Теперь вот смотрите, вот эту петельку я тоже вот так поверну. И 2 вместе провяжу как изнаночную. Следующие петли 1, 2, 3, 4. Провязали изнаночными без изменений. И крайнюю изнаночную тоже я переверну, чтобы красиво ложилась она. И провяжу ее с первой лицевой от раппорта вместе. Таким образом идет убавка петель. Еще один раппорт скрещивания провяжем вместе. Сняли 2 петли на дополнительную спицу, убрали за работу. С левой спицы 3 лицевых. 1, 2, 3. Вернули на место 2 петли с дополнительной спицы. Провяжите их лицевыми. 1, 2. Снова снимите на дополнительную петлю, на дополнительную спицу 2 петли, ставьте перед работой. Дальше 3 лицевых с левой спицы. 1, 2, 3. Вернули на место. Две лицевых. 1,
2. И крайняя петля от раппорта. Я ее поверну для удобства. И провязываю вместе с следующей изнаночной вместе. Вот так. 1, 2, 3, 4. 1/5 вот еще осталась. Я ее вот опять перевешиваю, чтобы она ровненько у меня легла. И с первой петлей от следующего раппорта, с лицевой, провязываю вместе изнаночной. Теперь получается у нас 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Также 6 изнаночных. И вот такое скрещивание произошло. Пожалуйста, до конца ряда свяжите сами. И там я к вам подключусь.